Когда кот храпит или сопит, владельцы часто бывают озадачены вопросом, является ли это проблемой. В основном храп– это нормальное явление, но в некоторых случаях он может указывать на проблемы со здоровьем. Существует целый ряд патологий, объясняющих возникновение храпа, а также того, почему кошка сопит носом, когда спит. Список достаточно обширный, поэтому самостоятельно, без ветеринарного врача, докопаться до истинной причины бывает затруднительно. Содержание, чем обусловлен храп у кошек. Какой храп бывает, почему кот может храпеть или сопеть во сне, 10 причин, физиологические особенности, пожилой возраст, лишний вес, инфекции верхних дыхательных путей, народные предметы в дыхательных путях, новообразование, полипы, астма, аллергия, структурные аномалии верхних дыхательных путей, болезни, пародонтоклиматические условия. Когда храп – это нормально, в каких случаях нужно обратиться к ветеринару? Ответы на часто задаваемые вопросы, чем обусловлен храп у кошек. Храпом называют звук, производимый вибрацией мягких тканей верхних дыхательных путей во время сна. Это может быть связано с наличием какого-либо препятствия для прохождения воздуха в легкие. В первую очередь храп кота, как нормальное явление, может быть связан с физиологическими особенностями конкретного животного. Во время глубокого сна происходит расслабление всего тела, в том числе мышц горла и органов дыхания. Это вызывает сужение воздухоносных путей, которое способствует вибрации мягких тканей из-за набегающего воздуха при следующем вдохе. Иногда кошка издает звуки, когда спит, если ее тело находится в необычной, странной позе для сна. В определенных положениях головы и тела может возникать ситуация с ограниченным прохождением потока воздуха, что приводит к возникновению храпа. После изменения положения тела кошачий храп обычно прекращается. Помимо этого, есть брахицефальные породы кошек, которые имеют тенденцию больше храпеть, сопеть или фыркать из-за строения морды. Странные звуки у них могут сопровождать дыхание даже во время бодрствования. Это связано с укорочением лицевых костей черепа и носа, уменьшением ноздрей и сужением носовых проходов. Совокупность этих факторов, в сочетании с удлиненным мягким небом и прилегающими тканями, с большей долей вероятности будут блокировать дыхательные пути. Если брахицефальный котенок во сне сопит носом, это нормально, потому что дело в особенностях его анатомии. Но, конечно же, если отсутствуют другие симптомы. К брахицефальным породам относятся американская бурма, персидская, экзотическая короткошерстная, гималайская, американская короткошерстная, девон-рексы, Сингапура, британская, шотландская. Какой храп бывает, когда кошка громко сопит во сне или храпит? Характер издаваемых звуков может различаться. Все зависит от конкретного животного, характера проблемы и места локализации патологии, если она, конечно, есть. Выделяют два основных типа ненормальных звуков при обструктивных заболеваниях дыхательных путей – стертор и стридор. Они возникают либо на вдохе, либо на выдохе, в зависимости от местоположения и серьезности препятствия. Стертор возникает в результате вибрации мягких тканей или при наличии выделений в верхних дыхательных путях. Когда они вибрируют, создается классический низкочастотный шум. Именно такой звук и называют храпом. Чаще всего он возникает по причине обструкции дыхательных путей внутри самого носа или глотки. Стридор возникает при вибрации твердых тканей. Итогом является образование резкого, высокочастотного звука. Он может возникать из-за обструкции носа. Чаще всего стридор ассоциируется с сужением гортани, например, вследствие паралича гортани или коллапса трахеи. Иногда оба вида патологических шумов могут сопровождаться дополнительными характеристиками, звуки могут быть сухими и влажными, трескучими, сиплыми. Почему кот может храпеть или сопеть во сне? 10 причин. Физиологические особенности встречаются у брахицефальных пород, породы с укороченными носовыми ходами и удлиненным небом, а также у всех пород при расслаблении и необычном положении тела во время сна, об этом писали выше. Пожилой возраст, мышцы вокруг носа, глотки и гортани с возрастом теряют тонус, в результате чего вибрации в этих областях становятся более интенсивными. Лишний вес при ожирении животных тканей, окружающие верхние дыхательные пути, оказывают дополнительное давление, преграждая проход воздуху. Инфекции верхних дыхательных путей они вызываются грибковыми, вирусными, бактериальными агентами и сопровождаются воспалением, отечностью тканей, скоплением слизистых выделений, препятствующих нормальному дыханию и приводящих к сужению носовых путей. Инородные предметы в дыхательных путях. Естественный для животных способ изучать мир через обоняние может привести к попаданию посторонних предметов в полость носа.
Частички мусора, корм, растительные материалы, травинки или другие предметы могут застрять в носу, вызывая храп. Новообразования, полипы они бывают как доброкачественного, так и злокачественного характера и могут частично или полностью блокировать проходы в носовой полости, гортани. Астма, аллергия оба состояния вызывают воспаление и сильный отек тканей в воздухоносных путях и дополнительно могут осложняться инфекциями вирусной, бактериальной природы. Структурные аномалии верхних дыхательных путей к ним относят удлиненное небо, оно закрывает вход в трахею, стеноз, сужение ноздрей, назофарингеальный стеноз, сужение общего носового хода, гипопластическую, суженную, трахею, вывернутые гортанные мешочки, препятствуют прохождению воздуха. Данные патологии в основном встречаются у брахицефалов, но иногда обнаруживаются у пород с нормальным строением костей черепа. Болезни пародонта. Данные патологии могут приводить к короназальной фистуле, отверстию между ротовой и носовой полостями с обильными гнойными, кровянистыми выделениями, отечностью тканей, что, в свою очередь, способствует появлению храпа или сопения. Климатические условия. Низкая влажность воздуха приводит к излишней сухости слизистой оболочки воздухоносных путей и ротовой полости, провоцируя храп. Когда храп – это нормально. В целом храп считается нормальным явлением, если он возникает только во сне без изменения поведения животного и одновременно не сопровождается другими симптомами. Внезапное появление храпа, сопение или их прогрессирование, а также случаи, когда кошка храпит и сопит при дыхании круглые сутки, могут указывать на проблему. Также ненормальным является возникновение дополнительных симптомов: кашель, чихание, выделение из носовых путей, одышка и другие признаки. В видео показан пример нормального храпа, в каких случаях нужно обратиться к ветеринару. Экстренного обращения к ветеринарному врачу требует появление таких симптомов, как одышка, дыхание открытой пастью, временная остановка дыхания, чаще во сне, плохой аппетит, апатия, быстрая утомляемость. Если ваша кошка начала храпеть чаще или громче, чем обычно, или появляются другие симптомы, кашель, чихание, выделение из носа и глаз, это может указывать на ухудшение состояния, требующее консультации специалиста. Диагностика основных причин храпа будет заключаться в следующем: рентгенологическое исследование грудной клетки, клинические и биохимические анализы крови, анализы на респираторные инфекции. В некоторых ситуациях инородные предметы, новообразования, полипы, требуется дополнительная диагностика, эндоскопия, компьютерная томография или магнитно-резонансная томография головы, цитологическое и гистологическое исследование новообразований. Лечение, в первую очередь, направлено на устранение основной причины и назначается после проведения клинического осмотра и диагностических процедур. В большинстве случаев оно проходит амбулаторно с применением медикаментозных препаратов. При подозрении на аллергию, астму назначаются кортикостероидные, антигистаминные средства. При наличии респираторных инфекций используются антибактериальные, противовирусные препараты. В ситуациях с новообразованиями, полипами, структурными аномалиями верхних дыхательных путей, а также инородными предметами, необходимо хирургическое вмешательство. В экстренных ситуациях требуется седирование животного и дополнительная кислородная поддержка в условиях стационара ветеринарной клиники. Если кошка имеет избыточный вес, необходимо обратиться за консультацией к ветеринарному диетологу для подбора правильного рациона и разработки программы для похудения. При низкой влажности в месте обитания котов рекомендуется использовать увлажнитель воздуха, который будет предотвращать пересыхание слизистых оболочек дыхательных путей. Также требуется создать удобное спальное место, чтобы кошке было комфортно спать. Ответы на часто задаваемые вопросы: почему храпят коты-британцы? Британские коты могут храпеть во сне, как из-за физиологических особенностей, положения тела, породные особенности верхних дыхательных путей, так и различных патологических состояний, инфекции, инородные предметы, астма и другие, описанных в статье. И это свойственно не только для них, но также может встречаться у мейн-кунов, шотландцев. Почему кошка храпит во сне, нормально ли это? Если храп отмечается только во сне, и у животного нет других симптомов заболевания, одышка, апатия, выделение из носа, то такой храп кота можно расценивать как нормальное явление, связанное с физиологическими причинами, положение тела для сна, породные особенности. Но если есть изменения в поведении, требуется консультация ветеринарного специалиста. Почему котенок храпит во сне? Если храп отмечается только во сне, это нормальное явление, связанное с физиологическими причинами, положение тела, породные особенности.
В остальных случаях рекомендовано исключить другие причины, например, инородные предметы, инфекции и ДР. Обратившись к ветеринарному врачу, если кот храпит во сне, нужно ли что-то делать? Сперва нужно определиться, является ли храп кота вариантом нормы или нет. Если это брахицефал или вы отмечали храп у питомца в течение всей жизни без ухудшений, то ничего делать не нужно. Однако, если храп прогрессирует, становится интенсивным, громким или отмечается затрудненное дыхание, питомца необходимо срочно отвезти в ветеринарную клинику. Кошка храпит после стерилизации, нужно ли беспокоиться? Если общее состояние питомца стабильное, и храп отмечается только во сне, не доставляя дискомфорта питомцу, беспокоиться не нужно. Если же кошка храпит в течение всего дня или имеются другие симптомы, апатия, одышка и ДР, необходимо немедленно обратиться в ветеринарную клинику. Статья не является призывом к действию. Для более детальной проработки проблемы рекомендуем обратиться к специалисту. Спросить ветеринара. Если